я еще девочка, а ты уже девушка. То есть все хотят быть уже девушками. У тебя же есть вопросы, что такое обрезание? Сейчас я вам буду показывать. Мы такие с братом: нет, не надо. Нормально это дело обсуждать, нормально это иметь, но ненормально это показывать и тем более дотрагиваться. У меня сразу вопрос. Почему дядя в колготках ходит? Всем привет! Добро пожаловать на наш подкаст. Меня зовут Дмитрий Никифоров. Сегодня я не один. Сегодня у нас в гостях две очаровательные дамы. Я их вам представлю сейчас. У нас очень интересная тема, которую мы хотели бы обсудить. Так называемый интимный ликбез или сексуальное образование детей. Вот такая тема. Надеюсь, щеки у нас будут не очень красными. Будем такие темы обсуждать. Да, по сравнению с нашими вот этими шторками красненькими. Вот. Представляю наших гостей сегодня. Одну вы видите, нашу постоянную гостью Ирину Никифорову, мою супругу. Она очень часто у нас бывает, и мы очень ей рады. И второй наш гость заезжий, к сожалению, не так часто мы встречаемся, но она приехала к нам в гости, и мы решили ее поймать. Это Мария Серебренникова. Привет, Маша. Привет. Спасибо огромное, что ты согласилась с нами пообщаться на такую щепетильную, как ее назвать? Интересную. Щекотливую тему, да. Так, ну ладно. В общем, начинаем тогда наше обсуждение. Я передаю слово Ире. Ира начнет задавать каверзные вопросы. Да, каверзные вопросы. Есть такая щепетильная тема, которую уже упомянули. Она касается физической близости. И мы выросли в таком постсоветском пространстве, и эта тема очень часто была табу, скажем так. И приходилось заниматься самообразованием. Ну, возможно, кто-то скажет, что зависит от конкретной семьи, но те семьи, которых я встречала, в большинстве были очень такие в этом вопросе немногословные, неразговорчивые, но тем не менее эта тема очень важная, в принципе, для счастья любого человека, да. И вот как родители мы сталкиваемся с вопросами, как вести себя, да, в той или иной ситуации со своими детьми. Так вот, давайте таким вопросом зададимся: как вообще сексуальное образование проходило вот в нашей жизни, в наших семьях, в твоей семье, Маша? Хочу начать с того, что мы не эксперты с Ирой, мы просто родители, которые обсуждают, как можем помочь своим детям. Может быть, немножко в этом вопросе. Со мной никто не разговаривал из родителей на эту тему. И все, что я узнала, это было от знакомых, друзей, таких же детишек, как и я. И просто, конечно, это было, тогда для меня немножко шокирующе что-то. Вот. И, может быть, преподнесено не в том ключе, в котором я бы хотела, чтобы мои дети узнали, например, такую интересную информацию про свое тело, про тело другого пола и также про то, что происходит между мужчиной и женщиной в дальнейшем. Вот. Поэтому я бы хотела, чтобы мои дети узнали это в другом немножко ключе и, да, с этой информацией как бы строили свою жизнь дальше. Да, вот что касается меня, наверное, у нас в семье как-то вроде не так, чтобы это уж было табу, но казалось, что моей мамы, да, я росла с мамой, у нее не было цели вообще до меня что-то в этом вопросе доносить, поэтому как-то так естественным образом возникало любопытство, и ресурсы были тоже сомнительные, познаний, источников всего этого. Вот. Но я очень благодарна, что помимо семьи моей мамы у меня еще влияло на мое развитие, образование тоже церковь, да. Мы как люди верующие ведем этот подкаст, да. И оттуда было очень много таких положительных, интересных веяний. Там на воскресной школе. И, в принципе, наверное. Кстати говоря, другой вопрос. В школах же тоже у нас есть, этому уделяется внимание. Было немножко, но уже в гораздо позднем возрасте, когда уже все знали. Ну да. Я припоминаю моменты, когда
было у нас такое особенное занятие. Мальчиков отделяли от девочек, рассказывали нам про менструацию, рассказывали про презервативы. И, по-моему, больше ничего таких тем каких-то не затрагивали. Конечно, было задано такое: сейчас можете задать вопросы. Все такие хи-хи-хи-хи. И как бы никто и не решается какие-то вопросы озвучивать, да и они, в принципе, никак не формулировались. Вот. Ну, какие можно сделать? Вы, может, меня спросите, я тоже... Давай, расскажи. Или у нас только девочки беседуют? Нет, мы подключаем тебя. Расскажи. Но на самом деле хотел признаться, что я даже не знал такого слова «сексуальное образование». Да его, к сожалению, не было. И мне кажется, первое место, где я узнал что-то такое, было вот в школе. Как-то рассказывают по поводу девочек, так вообще, мне кажется. Вот. И это была очень полезная информация, но она была настолько каким-то таким языком научным рассказана нам. То есть не было такой возможности задать вопросы, побеседовать. Мы пришли куда-то в какую-то организацию, нам показали какой-то фильм, и все, и мы ушли. Ну, то есть еще забавно, сначала девочек водили туда, а потом парней. Да, и то есть вот такая интересная история. Да. Вам еще фильм показывали, как у вас все продвинуто было. Как-то так все на пальцах. На пальцах? На курточках, на пальцах. С картинками. В лучшем случае. Да. Вот, ну, что нас побудило вообще эту тему взять и обсуждать? Какие-то вы сжатые сегодня. Мне, честно говоря, немного холодно. Мы на диване обсуждали более живо, чем мы сидим тут. Сейчас мы дойдем. Сейчас дойдем до кондиции. Давайте скажем о том, будучи более такими раскованными, что нас вдохновило на обсуждение сегодняшней этой темы. Вообще, как родители мужа, да, у нас возникает иногда необходимость с детьми говорить на схожие темы, да, такие. И, конечно же, чаще всего это не то, что вот мы сидим такие, смотрим с Димой друг на друга и говорим: ну, пришло время. Нет, обычно возникает какой-то вопрос, какая-то тема всплывает, и ты думаешь: а как мне ответить? Да? Вот по поводу этого, кстати, я хотел историю рассказать. Не знаю, стоит, не стоит. Если что, меня жена скажет, потом вырезать, я вырежу. Так вот, мы смотрели какой-то фильм с родителями. Наверное, все же что-то было связано с народом Израиля, наверное, что-то религиозного характера. Хотя я не уверен в этом, потому что там говорили про обрезание. В принципе, есть страны, где всех мальчиков обрезают, даже если даже они не совсем религиозные люди, да? В Америке, например, всех обрезают. И я не знал, что это такое. Мы с братом задали вопрос, что такое обрезание. Родители так посмотрели друг на друга. Папа такой: пойдем. Идем в ванную. Собрал нас с братом. Мы пошли в ванную. Он такой: снимайте штаны. Мы такие: что? Сейчас буду подумать, у тебя же есть вопросы, что такое обрезание? Сейчас я вам буду показывать. Мы такие с братом: нет, не надо, у нас уже нет вопросов. Да, интересно, что творилось в твоей голове, да? Что, может быть, сейчас прямо оно и свершится, это обрезание. Вот, да. Мы так и подумали, что сейчас будут нас обрезать. Будешь задавать вопросы, получишь ответы. Хотя ножниц вроде не было. Наверное. Ну да, нет, на самом деле, нас же никто не учит, как родителей, как вести себя вот в таких ситуациях. Да. И если вдруг прям ты не подготовленный, вот иди, отвечай на вопросы. Можешь как бы не сориентироваться и даже оттолкнуть ребенка, да? Получается, тебя не учат, как быть родителем, и тебя не учат, как рассказывать детям об этих вещах. Было бы естественно перенять это от своих родителей, о том, что, вообще я хочу сказать, что когда мы росли, у нас дома была книжка, которую, как сказала мама, нам подарили в роддоме. И эта книжка называлась «Откуда берутся дети?». Она была рисованная, и я помню себя примерно в школьном возрасте. То есть она у нас стояла на полке с книжками. Она была в открытом доступе. Это больше как брошюра, наверное, нет? Она была формата А4.
Да. Большое. И там прям реально объяснялось. И там вот в рисунках так объяснялось, как в животике малыш, как он появляется. Ничего такого, естественно, не было нарисовано, но идея была донесена. И что мама тебе такая, на, читай. Да, то есть эта книжка у меня была в доступе, и она у меня вызывала интерес, не скрою. То есть это школьный возраст, наверное, 7-8 лет. Мне хотелось уже понять, а что же это такое. Я как бы к ней не единожды возвращалась, иногда с друзьями, как бы когда что-то интересненькое хочется обсудить. Пойдем-ка, у меня здесь есть книжка. То есть, может, самый худший вариант, на самом деле, если так разобраться, книжка, которая... Кто-то ее составил, кто-то корректно нарисовал информацию, да, не искаженно, не через призму детского сознания, да, который как понял, так и передал дальше, а может, как-то тоже еще от себя добавил. Вот, так что это хороший был у тебя путь. Да. У меня, к сожалению, такого не было. Вот, так что, может быть, один из способов такой уже практичных таких решений для нас, как для родителей, это опираться на уже какие-то инструменты. Не то, что раскидывать, а говорить о том, что вот книжка очень полезная. Посмотри, ознакомься, прочитай. Ну, кстати, об идее разговаривать об этом с детьми, на самом деле, я услышала в церкви. Даже не где-либо, вот там, может быть, сейчас в интернете много чего можно узнать про детское воспитание умное. Вот, но именно вот эту идею я услышала в церкви от руководителей, которые приезжали и обучали, что нужно называть органы своими именами, нужно для детей сделать эту тему обыденной, так скажем. Не скворец и не пирожок. Да. Сделать эту тему обыденной, чтобы она не вызывала какого-то дикого интереса из-за того, что она скрыта, а просто обсуждать эти процессы, и для них это будет что-то особенное, они будут это знать, понимать, и не будет какого-то болезненного интереса, и нет, может быть, будет какое-то желание поискать где-то еще, и это риск того, что наткнешься на то, что действительно им не стоило бы видеть еще в этом возрасте. Так что я рада, что эта мысль возникла у нас с мужем тоже в какой-то момент, и мы тоже как бы проводили эти беседы осторожненько с детьми. Вот. Но вот на эту книжку, о которой мы будем говорить, вот только недавно мы наткнулись, так что еще проведем раунд обучений. Ну, получается, вы все вместе всех детей собирали? Потому что они же разновозрастные. Нет, они разновозрастные, да, и они не разнополые. Мы отдельно разговаривали. Я вот сама разговаривала с ними. У кого-то из них больше интереса возникло, у кого-то меньше. С сыном я понимаю, что он в целом уже где-то это слышал, знает, общее понимание имел. Вот, дочке было очень много вопросов. Вот, но я рада, что мы как бы с частью разобрались и как бы действительно теперь попроще. А для тех, кто тебя не знает, Маш, скажи, у тебя 3 детей, и какого у них? Да, 3 детей, 12, 9 и 3 на сегодняшний момент. Но когда мы начали беседы с ними, им было, наверное, 5 и 7. Вот так. 5 дочки, 7 сыну примерно. Вот. Так что... Ну да, примерно в таком возрасте. Я просто помню себя, мне тоже было около 6 лет, наверное, когда начались эти разговоры в детских моих кругах, так что я думаю, что, скорее всего, они тоже уже это все еще в садике обсуждают. В детских садах, да, я тоже припоминаю, потому что у всего этого созревания есть свои этапы, и они вот, первый этап, он начинается где-то в 3 года, это время детского сада для многих детей. И там просто ты понимаешь, что ты, например, мальчик или ты девочка, и ты вот этим отличаешься. Есть 2 типа людей. Да. Те, кто делит людей на типы, и те, кто не делит. Или в другом смысле. Я так и знала, что сейчас последует эта шутка. Ну, суть в том, что да. Все мои шутки уже знаешь. Да, и получается, что с этого начинается тоже знакомство. И когда родитель замечает, что у ребенка возникает интерес, любопытство, этому препятствовать не стоит, это вполне естественно. Это знакомство человека с самим собой. То есть мы можем рассматривать свои руки, да, в зеркало, на лицо смотреть, понимать, что наши уши слышат, глаза видят. Ну и это то же самое относится и ко всем остальным частям нашего тела. То есть когда ребенок, он к этому интерес испытывает, не стоит этот интерес пресекать, говоря, что ну вообще-то так неприлично. Хотя если это, конечно, происходит в общественном месте, может быть, стоит включить разумность, но
Да, как говорит эта книжка, которую я пролистала, мы ее упоминали уже несколько раз, но ни разу не сказали, что за книжка. Давай покажи. Так, а куда мне показывать, да? Туда. Вот, эта книжка «Путешествующая мимо нас» с Машей. Мы думали, кстати, о теме того, на какую тему нам общаться, и эта книжка направила наши мысли в эту тему непростую, ничего не совсем даже раскрытую. И вот здесь много разных затрагивается тем. Мы сегодня с нашими мальчиками просматривали тоже, им было очень интересно. Вот. Ну, и здесь есть какие-то физиологические особенности, которые, честно говоря, я раньше сама тоже не знала, что мы различаемся не только на два типа, но и типы между друг другом различаются, да, и какие особенности возникают у мальчиков, самые разные у девочек. Это, конечно, очень важно знать, потому что если, например, говорить про те же месячные, ну как у тебя было? Ты, когда они к тебе пришли, знала, что это и что с этим делать? Да, мне знала, но не от мамы, а от подружек, у которых уже там что-то началось, у меня еще началось. И, в общем, да, то есть я, в принципе, знала, чего ждать, потому что знала тоже истории, когда девочки очень сильно пугаются, и это бывает болезненно, бывает это неожиданно, и действительно можно стресс такой словить в детском возрасте, еще и даже побояться рассказать об этом взрослым, потому что место-то такое необычное, которое болит. Вот. И так что, да, мне кажется, очень важно с девчонками поговорить обязательно, с дочками, и предупредить, что их может в скором времени ожидать. Причем, я понимаю, в разном возрасте даже... Ну, плюс-минус там пару лет, да, это может случиться. Поэтому мы должны знать заранее, конечно, что это нормально. Даже это как признак зрелости тоже для них, такого некого шага там вперед. И девочка вызывает это интерес, как «О, я еще девочка, а ты уже девушка». То есть все хотят быть уже девушками. Торопятся куда-то, непонятно зачем. Да. Что ты скажешь нам про другую половину человечества? Девочками мы затронули. Мужчин. На самом деле тема интересная. Мне никто ничего не рассказывал. Да, я узнал от парней тоже, причем парни, они же вообще не говорят обычно такие темы. То есть девчонки обсуждают, у меня там началось. Парни вообще об этих вещах вообще не говорят. То есть у меня был только один товарищ, который мне об этом рассказал. И то, знаешь, так, между делом. Вот. Что-то у нас, по-моему, слиповер был, то есть он приехал в гости, и у него там это случилось, и все такие, что? Он такой, ой, типа у меня вот беда. Вот. Девчонки, они берут там с собой прокладки, да, все дела, а если там у парней, это обычно ночью же происходит полюция. Вот, но и все такие, ты описался, он такой, да, вообще-то нет. Да, вообще-то нет, да. То есть нет, многие бы скрывали, ничего не говорили, а он как-то открыто так сказал. И для меня это было немного дико, потому что у меня тогда еще не было. И я подумал, что ничего себе, он так открыто об этом говорит. Я бы стеснялся, я бы не знал, что это происходит вообще. Вот. Но так как, видимо, у него был не первый раз, он уже этот вопрос изучил, он уже что-то знал. Ну да, мне кажется, это в какой-то степени придает уверенности в себе, что ты знаешь свое тело, знаешь, что есть определенные этапы развития. Мне кажется, это очень хорошо. И опыт Маши и твой говорит о том, что есть потребность в том, чтобы говорить все же с детьми о разных аспектах сексуального образования, да, так скажем, да. И вот такой вопрос: нужно ли это делать единожды? Один раз, вот у нас будет такой разговор. 18 лет. Садись, сейчас я буду рассказывать тебе, откуда берутся дети. Столько граней, столько тем, Папа, даже я сам если тебе это книжка. сейчас расскажу, да? Наверное, конечно, не единожды, потому что ребенок задает вопрос, ты отвечаешь и думаешь в этом возрасте, что он из этого вообще, насколько он может понять, да, осознать всю картину изменения женского тела, да, по возрастам. И потом доходит дело там постарше до новых процессов, да, можно обсудить это снова. Как советуют нам руководители, вообще можно об этом часто говорить в разных там аспектах даже безопасности детей. Это же отдельная тема, что они должны адекватно реагировать, если кто-то интересуется их телом.
да, что действительно, что это может быть опасно, и в этом ключе, может быть, почаще стоит говорить о том, Да, что... это А каким образом говорить с детьми вот о безопасности? Не знаю, мне кажется, что как наше тело священно, и органы, отличающие мужчин и женщин, они должны быть закрыты от глаз посторонних людей, и никто ни в коем случае не должен прикасаться к ним. В общем, чтобы детки понимали, что как бы нормально это дело обсуждать, нормально это иметь, но ненормально это показывать и тем более дотрагиваться. Да. Да. Вот, поэтому такие вещи чтобы кто-то посторонний, если начинает трогать, то ты должен иметь смелость сказать об этом родителям, и это нормально, что тебя не осудят. Ребенок должен об этом знать, потому что, насколько я понимаю, жертвы насилия, дети, да, они очень многие думают, что это их вина, что они делают что-то не так, там вот это начинают себя винить, боятся об этом кому-то рассказать. Мне кажется, детям очень важно это знать, что они могут свободно всегда родителям рассказать, никогда не будут осуждены. Ну да, и вообще, что нормально, что ненормально. Нормально, что тебя там кто-то пытается потрогать, или это ненормально? То есть откуда они, они маленькие дети, их все обнимают и целуют, да? Ну как бы для них нет особой, может быть, разницы где-то в какие-то моменты, особенно если это происходит часто. Так что они должны обязательно, надо с ними потом говорить почаще. Да. Единственный момент, когда вот я слышала, как ты говорила, да, вот, что органы, отличающие мужчин и женщин, когда мы говорим с детьми, вот, наверное, стоит еще раз подчеркнуть, что все стоит называть своими именами. Мы, конечно, можем тупо сказать «пися», да, или какие-то вот такие вещи, что это будет понятно ребенку сначала, а потом можно добавить, что еще это называется пенис, например, или это называется вульва, да, или вагина, там, или как-то вот так. Мне эти слова не надо запикивать? Я думаю, что это слова на самом деле, которые не были произнесены ни разу. Но на самом деле, раз мы берем такую тему, конечно, я без краснеющих щек говорю эти слова просто потому, что это слова, определяющие священные части тела, но при этом я очень хорошее слышала объяснение, когда вот ты с ребенком общаешься в плане безопасности, что если, например, мы говорим о девочке, есть купальник, что вот там, где находится купальник, без твоего разрешения тебя никто не может трогать. Есть исключения в плане родителей и доктора, но там происходит все так, что это с твоего разрешения, и доктор или родитель объясняет причину, по которой, например, нужно произвести какой-то осмотр с целью заботы о здоровье, если есть, например, какой-то зуд или какое-то пятнышко, что нужно понять, откуда это пятнышко или зуд пришли, что их нужно, например, обработать кремом или что-то еще такое сделать. Получается, что в таких случаях, и, конечно же, если родитель испытывает неловкость, да, что вот нужно сейчас будет что-то там объяснять, нужно, это нормально. Ну, может быть, в какой-то степени. Лучше уж с неловкостью обсудить это все, чем не обсуждать никак. И потом, может быть, в процессе, как вот сейчас мы тоже начинаем обсуждать эту тему, тоже неловко. Понимаешь, что на нас смотрит там камера, да, и нам кажется, ну как-то, ну сейчас произносить слово «пенис», когда это как бы так, это вообще как-то странно, вот, и неуместно озвучивать это в компании. Ну вот, если мы говорим сейчас о такой теме. Да, вот. Насколько, как ты думаешь, Маша, это важно? Называть своими именами. Получается у вас? А мне сложно, да. Мне проще то, к чему дети привыкли, может быть. Ну, наверное, надо все-таки эти термины вводить даже для них самих, потому что это как бы медицинские, да, или какие-то общепринятые официальные названия, они хотя бы должны понимать вообще, что это. Если они просто тоже где-то услышат или что-то, ну, конечно, они должны понимать, о чем речь идет. Они спрашивают, это о чем вообще? О чем речь? Но здесь, кстати, в этой книжке, насколько я понимаю, там все своими именами называется. У нас выходит некая такая реклама этой книжки. Ну, я думаю, что... Это просто помощь. Книжек много, на самом деле. Много книжек. Я бы не сказала, что, честно скажу, пролистав ее, что это вот одна из лучших, которую я читала. Она очень информативна. В некоторых моментах все равно нужно дополнение со стороны родителя в отношении некоторых тем, да, там, например, когда они говорят о вопросе того, откуда берутся дети, то здесь не говорится о необходимости брака, да, в которую
которые... Ну, это, кстати, вот, я понимаю, во всех вот этих образовательных, нерелигиозных книжках. Ну да, это неудивительно. Это понятно, да. Мир такой на сегодня, что как бы... Ну а что бы вы добавили к тому, что там есть? С точки зрения Евангелия, если смотреть на эту тему, как бы вы начали такую беседу, если вот вы верующий человек? Ну, это очень классное место, где можно поговорить с детьми о том, как важны тела для нас, как мы к ним относимся. И если читая эту книжку, да, там говорится о способах предохранения основное, да, как основная безопасность их, то нам, конечно, стоит поговорить о том, что это должно быть обязательно в браке, и это должно быть по обоюдному согласию, и о том, как мы можем заботиться о нашем теле и уважительно относиться к своему и к телу нашего партнера. Так что в этом месте действительно можно очень хорошо говорить про Евангелие и про то, как мы бережем наши тела, да, что как бы они для нас храмы. Да. Вот в этой книжке мне нравится, мне просто свежо сейчас, мы читали, они начинают говорить о том, что сексом занимаются зверята. Вы, может быть, видели зайчики, там, белочки, кто-то еще. Со зверей начали. И что они делают это лишь только для продолжения своего рода. Взрослые же, люди в смысле, они делают это еще и с целью получения удовольствия. Получается, что вот с этого начинается разъяснение того, что люди стремятся к интимной близости, испытывая взаимное влечение. То есть вот такой процесс. Да. Да, теперь мы поговорим об этом процессе более детально. Да. А для чего этот процесс? Да, и вот здесь-то как раз-таки включается тема того, что этот процесс, он свят в том плане, что посредством его приходят новые духи в этот мир. То есть зарождается новая жизнь в результате вот этих вот удовольствий, да, вот этого любви, да, соития, акта, получается новый человек, да. И если вдруг он получится случайно, если вдруг он будет нежеланен, да, вот возникает дальше множество сложностей, множество проблем, если это не была семья. И как бы очень важно, чтобы понималась истинная суть и причина этого действия. И когда дети ее понимают, когда им может быть сказано, что вот мы с папой, когда поженились, вы позже появились у нас на свет, потому что мы любили друг друга и хотели, чтобы в нашу семью пришли дети. То есть чтобы был подтекст у всего этого еще такой, в котором сокрыто помимо удовольствия что-то более глубокое. Более глубокое. Ну, я, кстати, вот хотел бы добавить «Семья. Воззвание к миру». Это послание первого президента Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. Говорится, очень интересные слова: «Все люди, как мужчины, так и женщины, сотворены по образу Божью. Каждый является возлюбленным духовным сыном или дочерью небесных родителей. И потому божественная природа и судьба уготованы всем. Пол неразрывно связан с сущностью и предназначением каждого его предземной, земной и вечной жизни». Мне кажется, что вот эти слова, они ставят многих людей на место, когда мы говорим вот на тему продолжения жизни, потому что ты становишься создателем, когда ты участвуешь в приведении духов, да, на духовных детей Небесного Отца в этот мир. Это самая священная сила, которая только может быть. Мы становимся отчасти создателями. И когда ты смотришь на это вот с этой точки зрения, что ты не просто там сексом занимаешься и удовольствие получаешь, это хорошо, это замечательно, но ты участвуешь в процессе приведения детей Небесного Отца на землю. И Он доверяет их тебе, своих детей, чтобы ты мог их воспитывать, чтобы вы вместе могли учиться. И это должно происходить в браке, должно происходить, где
мама, папа, там, муж с женой любят друг друга, где они хотят иметь детей, где дети приходят в семью, где их ждут, как Ира говорила, да, что их ждут, их любят. И такие, каждый ребенок, он имеет право на это. И когда ты вот об этом говоришь ребенку, да, мне кажется, что это звучит очень, возвышающе, это звучит очень, не знаю, как вот по-божественному, что ли. Немножечко уважения к этому, ко всему, не только к себе, да, но и также к людям вокруг, что ты как-то, чтобы все, я не знаю, вы все участники этого процесса, по сути. Мы же все так пришли через это, правильно, сюда, в этот мир? Да, так и есть. Так и есть. У меня одна мысль возникла о том, что, может быть, мы могли бы аккуратненько сейчас затронуть тему того, с какими вопросами дети обращаются. Не только наши, чтобы потом это не вошло в историю для наших детей, но в принципе, да, может быть, какие у нас вопросы возникали, или мы слышали, что у наших друзей возникают какие-то комичные ситуации без названия имен. Вот. Вы подумайте, а я вот вспомнила, что сама могла бы ответить на этот вопрос, что иногда дети сталкиваются с людьми, которые, например, принадлежат нетрадиционным ориентациям. И у них возникает вопрос, а почему вот этот дядя похож на тетю? Или кто это? Это дядя или тетя? Или же почему этот дядя одел женскую одежду? И вот в такие моменты тоже, вот особенно для нас, тех, кто живет в Европе, да, русские, то есть такая задача непростая. Мы привыкли, что, например, в реалиях нашей родной страны, России, это все пресекается. Такое, в принципе, редко можешь увидеть. И... Не знаю, я в Питере прям. Питер все же... встречал. Питер — это немного место такое... Культурная столица. Культурная столица, да. Там уже намного больше людей, люди самовыражаются. А так, в принципе, мне кажется, вот если я исключить Невский, там центр Питера, редко ты можешь увидеть человека. Там как будто если ты хочешь найти, ты найдешь. Может быть. Слушайте, у нас точно не придут в школах рассказывать детям про это. По крайней мере, до сих пор такого не было. Да. С такими людьми, которых ты никогда не видел, не знаешь, как с ними взаимодействовать. У тебя сразу начинается отторжение какое-то, сразу какой-то шок, ступор. Вот ты видишь, и, соответственно, у детей тоже у них сразу вопрос. Почему дядя в колготках ходит? Почему дядя с другим дядей? Почему дядя с другой дядя целуется? Там, и так далее. Это такие вопросы. Да, и мне кажется, что тут тоже нужно, проявляя уважение ко всем людям, объяснить о том, что это выбор этого дяди, и вот он хочет так. И это очень сложная тема, я не берусь как бы проводить все детали того, как, может быть, можно было бы ответить. Нас так закидают помидорами, я вам обещаю. Да, нас так закидают помидорами, в принципе. Вот. То, что мы хотим говорить на эти темы, хотим уважительно говорить на эти темы. Да, безусловно, без осуждения. Нужно обсуждать. Но при этом прочерчивая грань того, что мы знаем, есть истина. И как ты уже читал, например, в воззвании «Семья», там говорится о том, что мы неразрывно связаны с полом, которым родились. Да? И о каких-то истинах мы можем говорить, опираясь на такие вот источники, да, хотя бы вот эта прокламация «Семья. Воззвание к миру» и многие другие. Вот. Но тут, конечно, тоже нужно помогать детям понять, что мы все разные, и люди тоже разные. И это связано с тем, что они таким образом выражают свои привязанности, пристрастия, влечения, которые отличаются, да, от наших. Да. Маша, ты хочешь что-то сказать? Я бы добавила здесь, что нужно, наверное, может проговорить с детьми, что мы принимаем их любыми. Да, то есть, чтобы они тоже не боялись, если вдруг у них будут какие-то мысли, отличающиеся от наших, которые бы мы хотели, чтобы они выражали, да, то все равно, чтобы они знали, что они любимые, принимаются семьей и как бы
есть у них тоже своя свобода выбора такая. Да, кстати, вот по поводу этого, у меня мама родилась левшой, и вот в то время было принято переучивать. То есть люди не знали, видимо, как мозг устроен тогда, и вот ее заставляли писать правой рукой, все делать правой рукой. Вот. Потом, спустя много лет, пришло вот это понимание, что, в принципе, левша, у меня просто мозг как бы немножечко развернут по-другому. Ну, как бы зачем человека переучивать? Ну, столько боли было с этим связано, что ты не такая, как все, надо тебя переучить, надо тебя сделать такой правильной, какой это должна быть, да? И вот это вот, кстати, очень большая опасность. Вот с этим связано тоже. Ты, короче, сейчас не такой, как все, сейчас мы тебя исправим. Ну, то есть, это очень опасная вещь. Мне кажется, мы уже зашли в ту тему, в которой мы не сильно рассуждаем. Я про левшей говорил. Ты говорил про левшей, а тут аналогия проводится с другими моментами. Вот, ну ладно. Я думаю, что имеет место быть рассуждение на эту тему однажды, но нам нужно как-то подготовиться к ней более. Так, а я хотела бы вот еще, Маша затронула такую тему, что нам очень важно детям давать понять, что мы открыты, мы примем их самыми разными, и все, что в их жизни происходит и случается, мы готовы услышать, выслушать, разобраться в этом вместе. Это все очень важно касаемо вот этой темы, которая может казаться неудобной для разговора, да. Эту открытость, конечно, очень важно показать ребенку и быть готовым к тому, что однажды ребенок придет вновь с чем-то. И тут вот есть разные опасности, да, ведь мы, когда с детьми говорим на эти темы, вот мы, когда думали о том, что будет сказано в сегодняшнем подкасте, упоминали, например, историю одного мальчика, который думал, что если дети появляются из яичек, да, то их будет двое, да, а, например, рождается тройня. А как она родилась? Что это? 3 яичка. То есть иногда дети, мы им говорим, они понимают это как-то на своей волне, и в итоге потом какие-то ситуации снова всплывают, и несостыковки происходят, и ты уже потерян, думаешь, ну что же это, значит, я неправильно понял, неправда? Вот. И более того, есть другие вещи, когда вот, например, мы, как будучи людьми верующими, можем говорить о том, что вот до брака, да, мы разграничиваем вот взаимоотношения физической близости, где они допустимы, где они недопустимы, и это ребенком тоже может быть воспринято так как-то категорично, искаженно. И если, например, ребенок хочет быть послушным и хорошим, он вообще может во всем в этом увидеть что-то супер греховное, что-то такое, от чего стоит держаться подальше. Например, если мы бы сейчас начали затрагивать, да, источники самообразования для детей в теме секса, да, это прямая дорога к порнографии. И получается, что мы, естественно, и на эту тему с детьми говорим, потому что сейчас у всех смартфоны, у всех интернет, и ты можешь ввести любое слово, и интересное тебе, и ты получишь массу разносторонней информации, да. И тут получается, есть очень много, кстати, хороших ресурсов, которые помогают детям, родителям говорить с детьми на эти темы, и мы думали приложить как-то прикрепить ссылочку под этим видео ссылочку на одно очень хорошее видео, что делать, когда ты столкнулся с порнографией. Вот такое видео, очень такое доступное, понятно для детей. Есть там, конечно, вещи, которые мы немного, пересмотрев это видео, раскритиковали. Вот. Но каждая семья, там написано, что ты с семьей смотришь, можешь обсудить, да, что-то добавить, прокомментировать, помочь ребенку понять из этого видео зерно, как раз то, о чем мы хотели сказать, что есть порнография, а есть здоровое просто восприятие мужского и женского тела, собственного, либо в принципе. И это надо отдельно разбирать, да, что из этого греховно, а что из этого абсолютно нормально. Естественно, не надо путать эти два понятия. То есть, чтобы у детей не было лишних комплексов потом, может быть, в жизни, которые будут им мешать в семейной жизни. Да, потому что на самом деле, если такое, знаешь, внимание направить на какие-то такие вещи, можно реально сформировать комплексы, да. И как мы уже упоминали, что мы
свое образование во многом получали в этих аспектах от руководителей церкви. И вот однажды у нас с Димой был такой опыт участия в семинаре. Он изначально представлялся как семинар по укреплению семьи, и приезжала из Америки профессор, женщина-сексолог. Шелом Левит. Шелом Левит, да. И вот мы пришли все с вниманием ее слушать, и тут она начала нам говорить такие темы, которые резали слух, шокировали слышать. Она говорила про мастурбацию, говорила про секс, про общение на эти темы с детьми. И мы такие просто сидим, такие все, давайте задавайте вопросы. Съежились все. Но это была на самом деле очень важная встреча. По-моему, она в другой раз снова приезжала. Она подарила книги всем пришедшим парам, семьям, которые тоже потом передавались из семьи в семью. Наша пропала где-то. Наша пропала при передачах, так, к сожалению. Если где-то она у вас там, пожалуйста, верните. Да. Мы по доброте душевной дали, она пошла. Ну, мы ее, конечно, надеюсь, она приносит пользу кому-то. Да, не пылится где-то на полке. Но интересный момент, который я запомнила из той книги, из того обучения, что существует так называемый синдром хорошей девочки. Почему-то там именно на девочках было сосредоточено. Может, потому что мы по природе потому что она своей девочка сама, поэтому... Может. Хотя она писала эту книгу в соавторстве с 2 другими профессорами. Там очень все так серьезно. И получается, что интуитивно, если мы вдруг видим за какой-то темой опасность, грех или еще что-то, может, конечно, и хорошо, кто-то скажет, вот это как бы и хорошо, что вот в ту сторону не ногой, да. Но на самом деле это все очень естественно. И вот, как уже и Дима говорил, влечение к противоположному полу вложено в нас самим Богом, да, и это все просто должно раскрываться в определенных рамках, которые дадут друг другу, одному партнеру и второму в конечном счете защиту и в плане здоровья, и в плане эмоций, и в плане здоровья, да, я уже сказала? Да, в плане эмоций. И в плане эмоций. Во всех планах. Вот. Поэтому очень важно не наформировать комплексов у детей, говоря на эти темы. И, конечно же, действовать не так, что вот мне кажется, пора говорить, а действовать исходя из их вопросов. Созрели они, хотят они. Хотя вот сейчас, например, сегодня вечером вопросов никаких не было, но у нас была книжка. И, в принципе, они на каких моментах захотели задержаться, на тех мы и задержались. Вот, и потом... Хорошо иметь какой-то инструмент, который поможет тебе начать эти темы обсуждать. Вот у вас, Маш, как это происходит? У нас было, в принципе, некоторое время назад. Вот, и после этого были отдельные вопросы, касающиеся, например, тех же менструаций. То есть то, с чем сталкиваются дети, да, в процессе мы просто обсуждали с ними отдельно. Потому что подрастают и уже как бы понимаешь, что... Ну, как начать? Какое... Ну, если нет вопросов от детей, конечно, иногда нужно подбирать слова, чтобы это... Ну, я просто подхожу, говорю, например, Алина, ты знаешь про менструацию? Ну, такая, нет, а что это? Я говорю, вот это там. Она такая, да, серьезно? Ну, и как бы я стараюсь это тоже подать как бы не с точки зрения, что это что-то ужасное, что тебя скоро ждет, а с точки зрения, что это благословение для женщин, да, вот это их привилегия такая, что вот у них так все в теле Небесный Отец придумал, что они могут иметь детей через такое, и это вот только с определенного момента начинается. И как бы, как женщина, можно сказать, обновляется таким образом, да, то есть у нее там происходят какие-то процессы, которые ей помогают быть вот именно этот дар приносить Бог в жизнь. Ну и с этой точки зрения Алина не воспринимает это как там... Проклятие, да, она большую часть лет видит на некоторых неудобствах. Ну, это уже будет потом, да. Но опять же, как относиться? То есть можно к этому относиться как к проклятию, а можно как, в общем, к каким-то крутым вещам, которые с тобой происходят из-за этого. Ну, так же, как и роды, собственно, да. То есть непростой процесс, но он же на самом деле очень-очень важный. Ну и с Ромой также. А знаешь об этом? Да, знаю. А есть вопросы? Ну вот нету, да? Или а вот я там видела, а вот я слышала, вот кто-то там говорил. То есть, ну, примерно так начинаем. А вот, кстати, еще вопрос.
А бывало так, что вот дети к вам приходят и говорят там, ну, открыто, что вот я там что-то, нам мальчик там что-то или девочка показал такое, что не стоит видеть. Вот. А мне там, допустим, ну, о своих чувствах начинает рассказывать в этот момент. Был один раз такой момент, да, и дочка очень переживала из-за того, что она увидела. Я, честно говоря, не знаю, что конкретно она увидела, но она очень сильно из-за этого переживала. У нее было такое чувство вины, что она такая: мама, накажи меня как-нибудь, пожалуйста, только вот, ну, прости меня. Я говорю: да я не буду, ты мне просто расскажи, мы обсудим, да, и, в общем, ну, просто не смотри такое больше. Ну, в общем, что-то она там увидела в Ютубе. Так что иногда их переживания даже сильнее, чем, собственно, то, что произошло, я так думаю. И, опять же, поговорить с ними об этом очень важно, может быть, заранее, чтобы они знали, что действительно страшно, и это нужно избегать, а что вполне естественно, и, ну, как бы пройти мимо, да, то есть ты знаешь. Ну, очень здорово, что сейчас есть столько литературы, которая поможет родителям начать разговор, а детям, может быть, к этому вернуться, если у них есть еще вопросы, да, то есть вот вы с мальчиками просмотрели эту книжку, может, они там, что-то у них засело в голове, что-то мимо пролетело, потом в какой-то момент они столкнутся, вернутся к книжке, да, посмотрят еще, почитают или обсудят. Что это, конечно, большая помощь. В моем детстве такого не было. Наверное, мне было бы тоже полезно именно как литературным, да, языком это все прочитать, а не обсуждать это с подружками, потому что то, что как бы рассказывали мне они, это было через призму: «Ой, это так страшно, это такое делают там взрослые, ой, представляете, вот это нам придется делать», вот такие: какой кошмар. Ну, в общем, не совсем адекватная как бы была как бы призма, да, через которую преподносилась. Наверное, это лишнее, да, иметь с таким грузом каким-то жить. Да, то есть, получается, дети, не имея опыта вообще сексуального, начинают обсуждать эти темы, и действительно они могут казаться немного страшными, если, ну, или непонятными. То это... В этом нет ничего плохого, в принципе, то, что они это обсуждают. Ну, конечно, будет хорошо, если ребенок услышит это от родителей и сможет уже во время этих разговоров как-то быть более уверенным в себе. Когда нет там ничего страшного на самом деле. Да, да. И даже, может быть, действительно он будет как бы, ну, немножко авторитетом, да, потому что с ним-то поговорили взрослые, это же не то, что там где-то кто-то что-то, а он знает это действительно, потому что это правда, и он это в книжке прочитал, увидел там, или с ним папа говорил, или мама, то есть, конечно, это добавит веса. Еще, кстати, хотела спросить по поводу чувства вины. Я, насколько я понимаю, верующие люди, они сталкиваются с этим намного чаще, чем люди неверующие, потому что мы же говорим про сексуальный грех, да, и в Священных Писаниях написано, что этот сексуальный грех, он станет практически наравне с убийством, потому что это все связано с переводом, да, мы говорили, духов или, ну, да, людей, новых людей в мир. Да, если ты с этим заигрываешь, то это как огонь, да, он может в пожар разрастись. И такие вот термины можно услышать в церкви, что вот, ну, реально очень такая сила деторождения, она очень священна, и ты не можешь как бы с этим заигрывать, что это опасно. И получается, у многих чувство вины такое врожденное, что все это на самом деле плохо, что ты грешный, что ты... если ты там к себе прикасаешься, если ты там вдруг мастурбируешь, что ты просто ужасный человек, что тебе нужно посыпать свою голову пеплом там, и покаяться. И многие люди, они вот с этим чувством вины на протяжении многих-многих лет идут, и особенно, допустим, люди, которые не могут создать семью, как вот им, да, что им делать, там, и так далее. Ну, то есть Вот что вы думаете на этот счет? Насчет того, что Евангелие, оно с этим не помогает как будто бы разобраться, а наоборот добавляет тебе лишнего стресса и напряжения, когда на эти темы начинаешь общаться? Ну, как любая вещь, с чем ты не можешь справиться, с ней ты можешь прийти к Богу. Как ты делаешь свою часть, и насколько тебе хватает сил. Ну, это как я вижу эту ситуацию. И также с кем-то мы можем поговорить, кто может нас поддержать.
хочется верить, что в церкви мы никого не осуждаем, и действительно это так. То есть есть слабости у всех людей, и даже у наших руководителей, это все те же самые люди. Потому что, мне кажется, чувство вины нужно как бы трансформировать, может быть, в какой-то канал, который будет для тебя ростом в перспективе, если ты будешь потихонечку справляться с чем-то, что ты можешь в себе там изменять к лучшему. Да, интересно ты сказала мирскими словами. Вот стих перефразировала, который говорит о том, что все слабое Бог, если ты ему это передашь, может обратить для себя в сильное. И мне кажется, что если говорить о чувстве вины, оно, скорее всего, может быть не случайно, что, может быть, все же стоит уделить внимание этому чувству и доверить это чувство кому-то, кто, на взгляд человека, испытывающего вину, он может помочь, да, авторитету какому-то, может быть, духовному руководителю, учителю там, или президенту прихода, да, епископу. Вот, и мне кажется, что это, конечно, бывает непросто, да, если вдруг ты что-то такое совершил, тебе нужно с кем-то на эту тему еще общаться, но если это тебя действительно беспокоит, и ты думаешь, что это может Бога, всемудрого, всесильного и вселюбящего от тебя отвернуть, то как бы лучше обратиться к человеку авторитетному, чтобы он помог тебе разобраться. И на самом деле, я почему вопрос задал, потому что, мне кажется, это очень многих людей шатает их веру, потому что когда ты не знаешь, когда с тобой никто не разговаривает на эти темы, ты начинаешь придумывать в своей голове очень много. И вот эти чувства вины, которые у тебя возникают из-за каких-то моментов в жизни, оно во многом связано из-за отсутствия информации. Просто. О том, что нормально? Да, о том, что нормально и что ненормально. И когда у тебя вот приходит эта информация постепенно, ты понимаешь, что на самом деле Бог, Он тебя любит, да, Он, скорее всего, тебя не осуждает, да, Он дал тебе силу эту, которая у тебя есть. Ты можешь участвовать в созидании жизни. Он тебе дал это, да. То, что тебя влечет к другому человеку, это ничего плохого. То, что эта сила, она сильнее тебя, это точно, да. Ты сам, скорее всего, со всем этим, тебе будет очень тяжело с этим справиться самому. Тебе нужна информация, тебе нужна поддержка, люди вокруг тебя, которые помогут тебе поддержать и как-то подсказать что-то. Когда ты начинаешь эту информацию получать, то это чувство вины, оно трансформируется, как ты сказала. Я просто думала о подростках, о том, что, может быть, когда мы говорим о детях школьного возраста и их вопросах элементарных возникающих, вспоминаю себя в подростковом возрасте и тоже с благодарностью вспоминаю руководителей, которые духовные встречались на моем пути. Помнится, мне было лет 13, и у меня был такой разговор с одним очень уважаемым мною человеком, тоже такой перед летними каникулами. И он примерно заключался в том, что есть ряд решений, которые нужно принять задолго до ситуаций, в которых ты окажешься. И вот что касается подростков, возможно, я бы посоветовала родителям иметь... человеком. Нет, родителям иметь подобного рода разговор с собственными же детьми. То есть мы говорили о законе целомудрия, да, не прелюбодействуй заповеди, да. И мне, конечно, было немного странно, потому что мне все же было 13 лет, но мудрость того руководителя, она реально была очень широка, потому что это было как раз-таки перед тем летом, когда могло случиться непоправимое, скажем так. Вот. И получается, суть была такова, что задолго до момента, вот говорит, когда ты окажешься с парнем, который тебе нравится, в полумраке, и вот тебе нужно решить, позволить ли ему делать то, что он делает, или же не позволить, то ты можешь попасть в большие неприятности. Тебе вот это вот тут всё, уже поздно решать. Да, тебе все, что ты ему
дозволишь, нужно решить, вот, говорит, сейчас при свете, вот здесь общаясь со мной. И, честно говоря, я сначала сказала о том, что этот разговор довольно рано ведется, потому что, во-первых, я знала, что нам советуют на свидание ходить с 16 лет только, да, вот. Но я очень благодарна, что тот разговор состоялся, потому что я тогда с этим человеком приняла для себя решение, что я хочу себя хранить в чистоте. Казалось бы, вот что за простота такая? Но вот я это решение приняла, и оно вот во многих ситуациях вело меня по жизни и помогало очень четко формулировать некоторые ответы в каких-то ситуациях непонятных. И это прям как груз такой скинуло и настолько благотворно повлияло на мою жизнь. Вот, поэтому я еще тоже очень много примеров сейчас вспомнила каких-то, которые встречались мне в фильмах. Например, когда папа приглашает дочку на свидание, дарит ей колечко и говорит, что вот это колечко я тебе дарю и привел тебя в такое красивое место, ресторан, и ты так прекрасно выглядишь. Я вижу, что ты из девочки превратилась в девушку, и что это замечу не только я, но и парни, которые тебя окружают, и что вероятнее всего, им захочется быть рядом с тобой, ухаживать за тобой. И вот он в процессе этого разговора берет с нее обещание, что говорит ей о том, что он ее очень сильно любит, ей очень дорожит, и берет с нее обещание, что она посоветуется с ним насчет парня, который ей понравится, прежде чем она будет принимать какие-то решения важные для своей жизни, чтобы, может быть, он со всей любовью, которая у него есть, смог бы одобрить этого человека. Вот, и в честь этого договора он дарит колечко. Конечно, может, переврала немного, там все было много красивее, милее и четче, но суть в том, что это уже в подростковом возрасте, когда уже ребенок, естественно, обо всем знает, и тут он просто со стороны родителя чувствует любовь, защиту, и вот как вот в этих ситуациях, да, у меня не было разговора с отцом на эту тему. У меня был разговор с тем братом, который заботился о нас, о молодежи, да, опытным братом, видящим, знающим, чувствующим, да, и я ему очень благодарна лично, и, наверное, эту роль для своих детей уже я смогу сыграть сама, потому что он подарил мне, отчасти, да, со всем комплексом Евангелия и церкви, его устроения, вот, поэтому это очень важно и здорово. Я, кстати, знаю, что в Санкт-Петербургском коле руководители ОМЖ, Общество молодых женщин, да, проводили такой вот как бы разговор с девушками. То есть иногда с мамой неудобно поговорить о чем-то, иногда мама сразу понимает, что речь собственно, о дочке, да, это через эту призму, может быть, там неудобно задавать какие-то вопросы, а с руководительницей ОМЖ, и они там сделали это как медициально, то есть можно было писать там анонимно, да, какие-то вопросы, они очень интересно пообсуждали и действительно помогли девчонкам разобраться в вопросах, которых у них уже достаточно много в подростковом возрасте, и действительно, несмотря на то, что вроде как и родители там разговаривают, да, и все мы как бы стараемся им помочь, но в них все равно есть эти вопросы, детали, которые их там... Стесняются родителям задать. Да, они не спрашивают родителей, они как бы друг у друга не могут это спросить, не знают таких, да, там, моментов. Вот, так что это классно, что такая есть практика, и церковь помогает, да, вот через руководителей. Не знаю, насколько везде это или нет, но вот это была инициатива вот именно там. Мне кажется, что надо парням тоже такие беседы устраивать, потому что от парней тоже много зависит. Если мама также, может быть, без колечка, но сказала, что ты пообещай мне, что ты будешь вести себя как настоящий мужчина, будешь заботиться там, о девушке, которая тебе понравится, что ты возьмешь на себя ответственность, да, перед ней, что ты не просто будешь ее использовать, да, для удовлетворения своих каких-то потребностей, а что ты на самом деле будешь проявлять к ней уважение, да, заботу, любовь и так далее, что ты
с точки зрения Евангелия. Сначала отслужишь там на миссии, подготовишься для того, чтобы создать семью. Ну, то есть, ну, конечно, это может показаться немного overwhelming, как говорят на английском языке, слишком много всего прям на плечи ложится. Но когда ты постепенно это делаешь шаг за шагом, я благодарен, что я прошел через этот опыт. Прежде чем создать семью, я вот поехал на миссию. У меня была возможность пожить с другими людьми, со взрослыми, да, 24/7, и решать конфликты, делать что-то вместе, создавать что-то. Делать что-то для другого. Что-то делать для другого, служить там. Это намного сложнее. И получается, мужчины должны руководствоваться ответственностью. Да, и это наша ответственность служить на миссии. Это наша ответственность создать семью. Да, и только потом, когда ты выбрал свою девушку, женился на ней, только потом у вас могут быть сексуальные отношения с ней. Это ответственность. Ты возьми на себя ответственность. Потому что как только ты принимаешь решение с кем-то быть в сексуальном плане, то все, вот как бы дальше что ты будешь делать? Поздно, мне кажется, уже тогда принимать на себя ответственность. Ну, нет, можно, нужно принимать на себя ответственность. В любом случае, да, но последствия все твои. Так и у тебя и выбора, получается, остается не так много, да? То есть, особенно если девушка вдруг забеременеет, ну, тут уже намного серьезнее будет выбор. Да. У меня комментарий к тому, что ты сказала насчет разговора матери с сыном. Мне почему-то виделось, что, в принципе, мне кажется, это мог бы быть разговор отца с сыном видишь, тоже. Да, отец, короче, и с дочерью должен, и с сыном ну, должен. Потому что, видишь, одному колечко, знаешь, другому почему? Машину подари. Не машину, а потому что мне кажется, что, в принципе, мама в семье, она учит любить, а папа, он учит соблюдать закон. И тут как бы все же мы говорим о некоторых таких законах. Ну да, потому что к маме, вот мы тоже до этого разговаривали, да, что иногда мама вот может сказать, что вот если ты забеременеешь, да, вот ты никуда не иди, ни в какие там клиники, приди, пожалуйста, ко мне, скажи, чтобы там ты пагубным образом не отразилось на твоем здоровье, да. То есть мама примет любой расклад ситуации, да, что ты вот если уже натворила дело до такой степени, что готова там стать мамой в 16 лет, там или еще что-то такое, ты все равно знаешь, что ты найдешь у меня там решение своих проблем. Поддержку. И поддержку, да. И это, конечно, очень важно. То есть мама, она вот ее расхлебывает зачастую вместе, да, а папа как бы обозначит какой-то закон, порядок, укажет, и скажет, что при соблюдении такого порядка и закона тебя ждут благословения, и пример этих благословений наша с мамой жизнь, допустим, да, и жизнь многих семей счастливых, которые ты видишь рядом. Вот. А несоблюдение этого закона влечет другую сторону медали. И проговорив это однажды, ты, по сути, даешь ребенку, будь то дочь, будь то сын, выбор какой-то. И этот выбор, он уже может вершиться ребенком более уверенно, так же, как и с другими темами, которые мы проговаривали, которые еще только на рамках разговоров, да, здесь же это там про месячные, про то, что на самом деле физическая близость — это не ужас, а это благословение, что ребенок уже информацией обладает, как бы вооружен, подготовлен и что-то понимает. Тут то же самое, мне кажется, что... Да. Так, да. Маша, слово. На самом деле, вот такой разговор с мамой у меня когда-то тоже был. Я бы была ей очень благодарна, что она это действительно проговорила со мной. То есть мы с ней не обсуждали там детали сексуальной жизни или что-то. Ей, может быть, было неудобно со мной говорить, или она чувствовала, что мне неудобно, но она очень четко проговорила, что если что-то случится, ты можешь прийти ко мне. И это знание до сих пор меня как бы поддерживает. Да? То есть я знаю, что я всегда могу прийти к маме, что бы ни случилось. Но папа у нас был не очень такой активно принимающий участие в таких процессах. И, наверное, он бы не пришел с нами разговаривать про ответственность, скорее всего, но это тоже была роль мамы, и это на самом деле не очень, не особо важно, кто конкретно из родителей, может быть, и нет второго, да, может быть, есть только один, всего лишь. И это не имеет значения. Просто разные разговоры чуть-чуть. Один о принятии в любом случае, да, безусловно, ребенка, а другой про ответственность, собственно, которую и как мужчинам, так и девушкам все равно придется нести так или иначе свои поступки.
Так что и то, и другой разговор надо провести будет. Ну, наверное, уже не 8 лет, конечно, как мы. Да, с чего мы начали, это уже ближе к подростковому возрасту. И я думаю, что можно сказать дальше, если, например, тема будет в заголовке «Наше сексуальное образование», мне кажется, оно в принципе не заканчивается, потому что у нас есть самые разные фазы. Мы сейчас в определенной фазе, когда у нас есть постоянный партнер, да, в браке. Постоянный партнер. Да, муж, да, и тут тоже есть определенные вещи. Я не знаю, стоит ли нам этих тем сейчас касаться. И дальше тоже есть вещи, да, мы, например, можем видеть какие-нибудь пожилые пары, которые служат. Мы только еще, мне кажется, мы даже в наших разговорах такие темы еще не поднимали о том, что же будет дальше, что же будет дальше и как мы с этим будем быть. Вот, но тем не менее это тоже фазы, и к ним, возможно, нужно подготавливаться, возможно, что-то о них нужно знать, возможно, что-то от них нужно читать. И это процесс через всю жизнь, который тянется. И, возможно, нужно быть в этих темах более открытыми с теми людьми, которым мы доверяем. Понятное дело, что... Смотрите в следующем выпуске. Менопаузы. Что там еще? Импотенция. Только не нас уже приглашай на обсуждение. Если эти микрофоны доживут, потом, может быть, когда-нибудь эта тема станет более актуальной для наших жизней. Сейчас актуально, когда дети к нам приходят с вопросами, и нам нужно им что-то ответить. И действительно, нам нужно быть подготовленными, потому что иногда сходу не получается говорить. Иногда просто зародится идея так. Надо посмотреть, может быть, есть какие-нибудь образовательные видео на эту тему, или есть какая-то литература, как мы уже говорили. Вот. Ну, или просто в голове своей представить этот диалог. Да, спасибо большое. Мне кажется, что пора нам закруглить нашу тему. В конце, что бы вы посоветовали тем, у кого есть дети, кто на эту тему, возможно, с ними еще не общался, или общался не так, уже общался, но не так много. Как бы вот вы дали, какой бы совет дали таким родителям? Как начать или как продолжить такого рода разговоры? Мне кажется, просто нужно сделать это обычной темой. Как у тебя сегодня было в школе? А вот как ты там себя чувствуешь? Как у тебя там какие-то процессы? Там, да? Что у тебя изменилось? Или что тебя волнует? То есть чтобы это было настолько банально для них, чтобы они не шли за этим куда-то в соцсети или в интернет, потому что там дорожка может быть очень опасной для них. Вот мне кажется, просто как-то так вот с ними выстроить этот диалог, чтобы это не было что-то такое, что ты краснее один раз поговорил, и осталось только такое чувство, что так, пойду-ка я разузнаю, что там действительно происходит. То есть немножко более снизить градус напряженности, да, какого-то такого там, это что-то там супер интересное, особенное. То есть чтобы это было, да, обычно, привычно. И тело — это нормально, разные тела — это нормально. То есть чтобы они это тоже понимали. Просто как мы к этому относимся, наверное, что мы бы передать им также. Да, даже не знаю, что добавить к этому. Мне кажется, что нужно самим образовываться, наверное, если вдруг вот этот подкаст не исчерпывающий или просто растравил душу, не ответил ни на какие ваши вопросы, что делать. Это только начало. И, как говорить, возможно, это начало или хотя бы идея, которая она индивидуально как-то раскроется в вашей конкретной семье. Вот. Но настолько много ресурсов есть сейчас, на которые можно подписаться, настроиться, купить, что они смогут такой основой быть неплохой. Но самый главный, конечно, ресурс — это Евангелие и чувство святости по отношению к силе, которая каждому из нас дана Богом. И если у вас есть какие-то вопросы, ситуации могут быть сложными. Там вы узнали, что ваш ребенок пристрастился к порнографии. Ну, опять же, что это? Как быть? Что делать? И каким бы ни был вопрос, нужно его задавать и не только друзьям, но и Богу, в молитве в том числе. И, возможно, это придаст смелости и мудрости
для того, чтобы начать разговор, и слова придут тоже в процессе. Поэтому надо быть смелее и открытий, и все это приправлять любовью, я бы так сказала. Ой, как красиво сказала. Да. Спасибо вам, дамы, за то, что вы поучаствовали в этой интересной теме, пообщались, мне кажется, интересно. Многому я научился от вас, мудрых мам многодетных. Мне кажется, что в некоторых моментах нам можно быть лучше, покаяться и действительно как-то, может быть, более чаще затрагивать такие темы с детьми. И вот мне очень понравилось, как Маша сказала, чтобы это было обыденностью для них, чтобы они действительно не стеснялись, легко могли сказать, там, как вот я пальчик прищемил, да, то есть и я вот застегивал ширинку и свой петушок, мама, помоги мне его оттуда вытащить. О, нет. Пенис, мама, извини, пенис. Да, вот такие темы, чтобы дети тоже могли обсуждать без стеснений. Потому что если вдруг будет действительно вот это вот стыд, и они не пойдут к родителям, пойдут к тем, кто с такими же проблемами сталкивается. А когда к папе придет и скажет: да, у меня такое было много раз. Не переживай. О, нет. О, Не нет. переживай. Да, кстати, такая тема по поводу... Я видел мужчину, арбуз приделал вместо живота себе и дыньки 2. Его жена, короче, замотала этим скотчем. Вот, и он ходил так целый день. И не мог даже шнурки завязать. И Не подумал, мог какую шнурки. великую работу творит его жена, будучи беременной, да? Да, вот что-то такое, мне кажется, такая наглядная тема. Очень объединяет, сближает. Да. Но это в другом эпизоде, в следующем подкасте. Руби. Да. Спасибо вам, что вы присоединились к нашему сегодняшнему подкасту. Давайте попрощаемся с нашими гостями. Помашите куда-нибудь. Всем машем. Да, пока-пока. Пока-пока. Вот. А вы присоединяйтесь к нашему каналу. Если вдруг еще не подписались, подписывайте, ставьте лайки, распространяйте. Если вы думаете, что эта тема может быть кому-то полезной, из ваших знакомых, друзей, детей, можете им тоже показать. Хотя им, наверное, будет скучно все это нас слушать. Вот. Спасибо. И увидимся в следующий раз. Пока-пока. Пока-пока.